предыдущем интервью с Павлом мы обсуждали, что мы поедем на стрельбище и попробуем винтовку ВПО-114 в деле. Соответственно, мы работали сильно до звуковой скорости. У нас поэтому были очень большие ветровые поправки. Я не ожидал даже такого результата. Контролируем ветер, огонь. Что случилось на дистанции 1000 метров? Приветствую вас на канале Молот Оружие. В предыдущем интервью с Павлом мы обсуждали, что мы поедем на стрельбище и попробуем винтовку ВПО-114 в деле. Так и получилось, мы сейчас находимся на стрельбище, более километра, и сегодня мы попробуем из нее пострелять. Да, Павел. да. Я думаю, разные дистанции попробуем. 300, 400, 600, 800. И может быть даже замахнемся на 1100 с копейками метров. Вот. Так что, начнем? Начнем. Сейчас мы будем пристреливать ВПО-114 на дистанцию 100 метров, потому что Павел поставил свой прицел. Пристреляем и пойдем уже на более дальние дистанции, вплоть до километра. Так, 100 метров, средняя мишень, огонь. Вижу, корректируюсь. Так, отстреляем группу 3 выстрела. Угу. И попробуем с магазинной подачей, предлагаю. Патроны к магазину четко подходят по длине. Нижняя мишень. Где-то полугла, мне кажется, группка. Может быть 0,7. Студим ствол тогда. Угу. И обнуляем прицел. Так, а это у нас патрон получается на отечественных комплектующих, гильза ППУ, пуля та же Hornady 168 Greinamax, порох Сунар. Так, верхняя. Что с ветром? Приятно по отдаче работает. Я точно вижу мишень после выстрела. Там такая ровная, линейная отдача. Тяжеленько. Да. Дульник неплохой. В дыру. Так. Чё? Сейчас, подожди. Может, правда, на них будем стрелять. Слушай, ну я тебе так скажу. Век-то говно. Я тебе так скажу, что удачно совпал рецепт. Там получился бенчерестовый результат. Просто 3 выстрела в одной дырке. Ого. Давайте замерим, посмотрим.
верхнюю ты стрелял? В верхнюю, да. Видишь, пристрелка чуть-чуть да. смещена. Да, это прожог. Первое, середину это мы же пристреливались, да? Дай посмотреть. Ты два. Сейчас я вспомню. Верхнюю мишень. Пристрелка смещена вниз. Там ни одного нет. У тебя 3 попадания в одной дырке на 6 часов Да, я видел. заклейки. Пойдем? Пойдем сфоткаем. Пойдем. Да, патрончик возьмем тогда. Давай. Про него и расскажем. Смотрите, что у нас получилось. Мы взяли первый патрон, не подобранный под эту винтовку, который настроен для другой винтовки, собранный на импортных комплектующих. Отстреляли группу, 3 выстрела. У нас получилось, соответственно, группа порядка где-то 1 угловой минуты, около того. У нас был патрон, собранный под 3-ю винтовку на отечественных комплектующих. Тут можно видеть, что вот эта группа. У нас пристрелка смещена, мы сейчас поправим, соответственно, это в оптическом прицеле, но это здесь 3 попадания. Вот это был пристрелочный, немножко вкрутили прицел, вот стреляна зачетная как бы группа. Да, вот Она очень маленькая, как бы я не ожидал даже такого результата. Вот. Здесь порох, соответственно, в этом патроне у нас был заряжен Сунар, кнопки КВБ, пулька Hornady Amax 168 гран, гильзы ППУ. Вот. Я не ожидал такого результата. Так, обнулили прицел на этот патрон. Отлично. Сейчас у нас дистанция какая будет? 800. Сейчас я свой калькулятор баллистический, заведу эту винтовку в свой баллистический калькулятор и простреляем 800. Я сейчас скажу, сколько метров. Секундочку. Сколько скорость, Максим, у тебя? Слушай, показываю где-то в районе 770-780. Значит, на коротыше будет 760. На том 820, тут еще патрон более скоростной. Шаг нарезов, у него 320 миллиметров. Это сколько в дюймах? 12,5. 12,5? Да. Тогда тяжелее пулю нельзя сюда ставить. Да, не стабилизируется. Так, 40,9 минут. Поехали. 12, 24, 36, 37, 38, 39, 40, 41 минута. Так, и деривация 1,1, то есть 1 минута влево. Деривация. Так, сейчас мы работаем на дистанцию 867 метров. Мы по этой дистанции определим падение пули фактическое и подстроим баллистический калькулятор. И не забываем про параллакс. Наблюдаешь? Да. Маленький. Огонь. Видел? Правый нижний угол. Правый верхний. Правый верхний угол. Хорошо. Наблюдаешь? Огонь. Сверху. Попадание. Сантиметров. По верхнему краю. Да. Стоп, все, тогда под это настраиваем калькулятор и вернемся на чуть более близкие гонги.
Итак, мы устанавливаем видеокамеры на огневом рубеже. Здесь находится гонг диаметром 50 сантиметров. И Павел будет стрелять на дистанции 665 метров. Так, сейчас мы стреляем по гонгу на дистанцию 665 метров. На предыдущей стрельбе видели, что настроили калькулятор, зацепились за гонг на дистанции 880 метров. Подстроили калькулятор, поменяли немножко баллистический коэффициент, скорость поправили. Сейчас будем делать проверочную стрельбу на дистанцию 665 метров. Патрон используем, соответственно, тот, который кучнее полетел на 100 метров, который в хорошую группу прилетел, тот, который мы цеплялись на 800 метров, им же. Вот. Попробуем. Так, мы используем калькулятор Борисова, версия Pro. Соответственно, смотрите, мы настроили боеприпас, указали все его значения и размеры, скорость у нас получилась по фактическим прострелам измеренная. Сохранить. Готово. Дистанция 665 метров, угол места 0, скорость ветра метров в секунду мы сейчас зададим, ветер порядка 1,5 метра в секунду, направление приоритетное вот такое, потому что два флага нам показывают разный ветер. Первый флаг нам показывает ветер с 11, второй флаг показывает ветер с 12 встречный, поэтому ставим вот такое направление ветра, сохранить, и нажимаем вычислить. Нам калькулятор, соответственно, показывает, что в минутах, так как этот прицел у нас в минутах, будет 24,6 вертикальная поправка, и влево надо сделать 1,5 минуты. Соответственно, смотрим теперь на барабанчик прицела и вводим 24 минуты. На некоторых прицелах, как на этом, обратите внимание, у него один оборот барабана не равен 10 единицам, он равен 12. Поэтому мы сделали 12 до 0, делаем еще 12, получаем 24,6, вводим и 5 округленно. Соответственно, и на боковом барабанчике делаем влево 1,5, влево 1,5. Вот так. Так, прицеливаемся, устраиваемся поудобнее. Прицеливаемся. Гонг в поле зрения. Контролируем вертикальный завал винтовки. Винтовка стоит вертикальная. Это очень важно при дальнем выстреле. Когда прицелились и подготовились, контролируем флаги, что он соответствует тому значению, которое мы использовали расчетное при выстреле. У нас сейчас соответствует. Стреляем. Максим, прокомментируй, пожалуйста. Не видел. Сейчас. Вообще не видел, да? Сейчас я ветер уберу. Сколько у тебя поправка? А? Поправка сколько? Какая? Вертикальная? Да. В радианах 7. 6 и... Хотя нет, 7 должно быть. Так, на ветер смотрим. Видишь, он тут дует левый, там дует правый. Не ложись вправо, да. А? Не ложись вправо. Вправо. Левый ветер там. Мне кажется, надо по нулям давать по ветру. Попробуй. А ты встань сзади меня с трубой. Прям ровно сзади. Тебе будет очень хорошо видно. Наблюдаю. Огонь. Прилетело сантиметров. Сверху видел? Да, прям сверху.
оправимся. По нижней части гонга. Нам бы за него только зацепиться, да. Справа от фланга такой. Справа от шланга, по нижнему срезу гонга, чуть левее, по ветру, также огонь. Я видел. Это, мне кажется, не по гонгу это было, а по шлангу попадание. Не, было там под болтом. А, под болтом? Сейчас тогда попадем как следует. Так, ветер. Тут левый, там правый. Все, мне все понятно. Нет, попало. Не-не-не, по кромке прям пошло. А, по верхней кромке? Понял. Чиркнули поверху. Так, ветер совпадает. Прям нижний край. А дзынька не было? Был. А куда он был, дзыньк? Там А, по нижнему, все, я вижу, по нижнему срезу, да. Вижу попадание. лево, право, хорошо. Все, я понял. У нас есть еще возможность чуть-чуть пострелять, надо постабильнее в него попадать. Наблюдаете? Да. Огонь. Перелетело. Слушай, нестабильно летит. Прыгает скорость. Вот дать стволу остыть. Потому что начали попадания отрываться от группы. Нагрелся ствол, потому что серия была у нас раз, два, три, четыре, пять, 6 выстрелов. Вот сейчас ствол остынет, мы продолжим. Максим, наблюдаешь? А где? Сантиметров 70 от верхнего среза. Угу, вижу. Готов? Огонь. Кондиция держится же вроде? Да, ровная, хорошая кондиция. Вижу. Не поменялся? Нет, вроде то же самое. Левее центра по вертикали отлично, да? Да. Я вижу. Ну и крайний завершающий. Так, у нас осталось 5. Ну давай, один сюда.
Вижу. Порядок. Ну вот у нас есть хороший результат. Мы сейчас подряд 6 выстрелов. 5 или 6? 5 выстрелов, 5 попаданий. Эти первыми выстрелами мы немножко попадали выше центра, то есть верхний край гонга. Скорректировали, соответственно, калькулятор, записали поправку и начали попадать стабильно, предсказуемо по вертикали. Дистанция у нас 665 метров. Вот. Сейчас попробуем, на самом деле, стрельнуть что-то около 1100 метров. Сейчас замерим гонг самый дальний, сделаем несколько выстрелов, посмотрим, что у нас из этого получится. Итак, на дистанции 600 метров было 5 попаданий из 5. Мы перебрались на дистанцию 1100 метров. И гонг находится вон на том берегу. К сожалению, камеру по-другому поставить не получится. Сейчас что-нибудь придумаем. И размер гонга метр на 80 сантиметров. Убираем поправки после предыдущей стрельбы, чтобы не запутаться с ними. Убрали. А было 800. Было 3 оборота, все правильно. 1137, да? 37. Готово. Вычислить 68,5 минут. Так, поехали. 12, 24, 36, 48, 60, 60. Делаем ровно 60, потому что у нас больше поправок нет, но нам хочется стрельнуть дальше. Что мы сделаем? Мы поставим прицел на ту кратность, на которой у нас сетка истинная. Здесь в этом случае 10 крат. И нам нужно будет 8,5 минут вынести по сетке. Готовимся. Вот, соответственно, расчетная поправка 68,5 минут. Мы ввели 60 минут в барабаны. 8,5 минут мы будем выносить сеткой, потому что у нас закончились поправки. Пробуем. Тут нам нужна будет помощь обязательно корректировщика, потому что первые на такой большом расстоянии, 1137 метров, могут быть промахи мимо. Нам нужно, чтобы нам подсказали, куда мы промахнулись. Ветер, так же как на 800. Боковая поправка 1,8. Влево, на деривацию. Сейчас ветер я поставил нулевой, потому что будем выносить его сеткой. Но на такой дистанции деривация составляет 1,8 угловые минуты. Вот мы ставим 1,75 на деривацию. Так, я готов. Внимание, выстрел. Видел? Вижу. Так, мы по первому промаху видели, куда попала пуля. Пуля попала ниже. Мы сейчас сделаем вынос сеткой. Внимание, выстрел. Ваши комментарии не видел. Повторим. Так, внимание, выстрел.
Я опять не видел. Внимание, выстрел. Ровно под гонгом. Или в гонге? Под гонгом. 30 сантиметров под гонгом. Потому что второй флаг раздуло. У нас где-то ветер, он показывает порядка 3 метров в секунду. Я вот сейчас, почему были 2 предыдущих промаха? Потому что мы стреляли с нулевой ветровой поправкой. Ветер к этому моменту усилился, боковой. А 308 калибр на дистанции с 1100 метров очень чувствителен к ветру. И сейчас для того, чтобы скомпенсировать даже вот такой небольшой ветер, порядка 1-1,5 метра в секунду, мне пришлось сделать около метра выноса вправо. Соответственно, мы попали сразу идеально лево-право. Да, немножко обсчитались с вертикальной поправкой, где-то на метр примерно ниже попала пуля. Если бы у нас было больше патронов, мы бы сейчас скорректировали, соответственно, это в калькуляторе и в барабанчиках, и могли более-менее стабильно туда попадать. Но я считаю, все равно это отличный результат для патронов, собранных на отечественных комплектующих, для отечественной винтовки, такого как бы недорогого стрелкового комплекса. Смотрите, у нас получается, что мы поразили гонг на 800 метров, поразили гонг на 600 метров. И были предсказуемые попадания в районе гонга на 1137 метров. По-моему, отличный результат. Еще стоит вспомнить кучность на 100 метров, как это прилетело. Вообще здорово. Павел, у меня 2 вопроса. Первый вопрос. Так как я находился на дистанции 1100 метров и не понимал, что происходит, только слышал звук от гонга, ну, я его не слышал. Что случилось на дистанции 1000 метров? Да. И, в общем, как у тебя впечатление? Ну, смотрите, дистанция 1137 метров. На этой дистанции пуля находится уже на дозвуковой скорости. У нас дистанция перехода пули на дозвуковую скорость 850 метров для этого патрона, который заряжен с такой длиной ствола. Соответственно, мы работали сильно как бы до звуковой скорости. У нас поэтому были очень большие ветровые поправки. Мы выносили по метру, по 1,5 в бок, вот, даже вот на такой вот легкий ветерок, который вы по рации нам сообщали, что его нет. У нас был вынос 1,5 метра в сторону на этот легкий ветерок. Вот. Мы попали 2 раза. Мы первым выстрелом мы зацепились как бы за гонг, мы увидели, куда мы промахнулись, попали ниже, соответственно, поняли, что у нас не совсем правильно настроен калькулятор. Подстроили калькулятор, и у нас было 2 попадания, ну где-то порядка, может быть, сантиметров 30-50 под гонгом, таких вот в один сектор. Было бы сегодня у нас больше, если патронов, то мы могли бы поднять поправки, пострелять еще немножко и добиться каких-то более-менее стабильных попаданий. Там щит размером порядка 1 на 1 метр, где-то вот такой вот. Но я хочу сказать, что мне понравилось с нее стрелять метров на 800. У нас были классные попадания, вообще такие предсказуемые. А на 800 метров мы не снимали. Это Снимали. 600 с чем-то же там было. Ой, 670, да. 600, да, вот. да. Что по поводу Да. 600, дистанции 600 метров? Смотрите, на дистанцию 670 метров у нас было одно попадание вверх гонга, одно попадание вниз гонга. Мы подкорректировались по вертикальным поправкам, забили их в калькулятор. И была группа 3 или 3 выстрела, по-моему, в центральной части гонга. Их хорошо будет видно, там как бы это самое снималось же. Да. Вот. Что еще могу сказать? Но Мне очень понравилось. Первую серию, извини, перебил. Первую серию мы там находились, вы сначала подстраивались, да, потому что были... Да. По краям, там по цепочке, по Мгм, ремешку, да. по краям были промахи. После этого мы подстроились и отстреляли зачетную серию в серединку. Мне отдача понравилась, как она работает. Сошки вынесены вперед, винтовка не прыгает. Вот, и для своих денег. Сколько она, кстати, стоит? Скажите мне, пожалуйста, вообще. Ну, ценник ее вот в этом обвесе, я могу Да. там ошибиться, плюс-минус на там 4-5 тысяч рублей. Угу. 123 тысячи рублей. То есть идет в комплекте дульник, сошки, 2 магазина, один на 12 патронов, вот это на 12 патронов и на 7 патронов. УСМ по типу Джевел, кстати, как тебе УСМ, тоже вопрос. Отличный. Мне понравился. Он действительно мягко настроен. Он такой, не сказать, что прям спортивный бенч-листовый УСМ, но очень комфортный для вот такой дальней стрельбы.
Тут, если, знаешь, подытожить, мне кажется, вот вы задавали вопрос в прошлый раз относительно того, что вообще как можно характеризовать высокоточную стрельбу. Я бы разделил высокоточную стрельбу и то, что заграничные коллеги называют long range shooting, стрельба на большие дистанции. Если к высокоточной стрельбе можно отнести то, что является в чистом виде спортом, где так все идет на максимуме прогресса, там очень дорогие крутые винтовки, дорогие прицелы, то long range shooting, он не требует, как вот мы сегодня в этом убедились, он не требует какого-то супер дорогого оборудования. Вот мы сделали этот выезд для того, чтобы протестировать недорогую оружейную систему с недорогим прицелом небольшой кратности. Мы просто собрали качественный патрон с хорошей пулей, в хорошую гильзу, он был правильно подогнан под патронник, то есть подходил патрон. И мы увидели хорошую кучность на 100 метров, уверенные попадания на 600 метров, попадания на 800 метров и даже хоть сколько-то предсказуемые попадания на 1137 метров. Вот. Поэтому давайте разделять высокоточную стрельбу и стрельбу на большие дистанции. Не будем заморачиваться, если нет возможности, на каких-то супер маленьких группах на огромных дистанциях. Но вот вполне нормальные гонги 30-40 сантиметровые в районе километра мы по ним уверенно сегодня работали. Ну, кстати, вот по поводу ценника ты мне сказал, что можно за эти деньги купить что-то импортное. Я согласен, можно, но... Не новое. Новое не купишь. новое, ладно, не не купишь. новое, да. Ну, ЧЗ можно взять-то. ЧЗ, наверное. Да, но А будет ли он стрелять сильно лучше? не знаю, но к нему надо будет покупать все равно сошки, Да. магазины, Да. например, дульное устройство, может быть, если кому надо. Ну, то есть Да. УСМ поменять, да, он Да. тоже денег стоит немаленьких. Поэтому, то есть Да. я Ну, ровно- имею в виду, что за эту сумму ты покупаешь именно винтовку, на которую, Комплект. да, комплект, на который останется Потому поставить что, да, прицел, и не новый для, Ремингтон будет для стоить... начинания. Не новый Ремингтон будет стоить примерно тех же денег. Но человеку захочется поменять ложу на потяжелее, на пожестче, поставить сошки, УСМ, действительно он вылезет из этого бюджета, согласен. Здесь для своего бюджета как бы отлично стреляющая винтовка. Может быть, этот образец нам попался очень удачный, потому что группа на 100 метров меня как бы очень удивила. Да, может быть, этот образец попался очень удачный. Ну, давайте потом как-нибудь Да нет, я тебе попробуем. уверяю, что они все Да? Так одинаковые. стреляют? Но мы можем, если есть интерес, протестировать в дереве, как бы, то есть там разница, конечно, Штатную будет. комплектацию. Штатную комплектацию, да. Ну, может быть, как-нибудь и доберемся до этого Да. вопроса. Но это был у нас интересный такой опыт, мне понравилось, потому что мы первый раз стреляли с Интересно. недорогой отечественной винтовки, как бы. Спасибо. Спасибо тебе. Кстати, можешь рассказать немножко упомянуть свою школу. К тебе сегодня я, когда приехал, заметил, у тебя ученики были? Угу, да. Да, сегодня было 4 человека, как бы мы тренировались, стреляли. Люди со своим оружием, кто-то первый раз сегодня приехали, 3, вот компания людей. 1 человек приехал, он уже давно занимается у нас. Ну и опять же, видел ты сегодня, что стреляли, попадали вот по всем дистанциям. И даже вот ребята, которые приехали в первый раз, как всегда, азарт как бы в глазах разгорелся, и они стреляли по самым дальней бутылке, которая на воде, 1620 метров, Мгм. 308 Серьезно? калибром. Да, из 20 пару раз по этой бутылке попали, 20-литровый бак такой на воде. Вот. Ну, потому что это действительно long-range шутинг. Это не высокоточная стрельба, мы не собирали сегодня супер маленькие группы. У нас задача была поражать мишени поставленных размеров, как бы мы по ним работали. Вот. Сюда, на это стрельбище, мы выезжаем в среднем раз в неделю по вторникам. Вот, в основном ездят люди, как кто заканчивал наши курсы, ну и так, кто умеет стрелять, присоединяется, ездит с нами за компанию. Поэтому, если есть желание, звоните, записывайтесь, едем вместе. В описании под видео вы найдете ссылочку на школу высокоточной стрельбы «Цель» и также контакты. Спасибо, что посмотрели это видео. С вами был канал Молот Оружия. Павел. Всего Спасибо, доброго. до свидания.